Деревня защищала себя сама, и мы держались своими силами. Как жители вот этой деревни, у вас у всех оружие было? Нет, конечно, нет. Мы начали организовывать оборону деревни. Эйн-Абсор, конкретно вот это место, в него стреляли только по большим обострениям. В итоге у нас было 5 длинноствольных стволов и остальное – пистолеты. Кстати, по карте прямо напротив Хан-Юнус. Я идейный сионист. Рядом с нашим раненым, который лежал на земле, была не разорвавшаяся граната. Она получила сообщение от своих одноклассников из Бери о том, что их убивают. По нам тоже стреляют. И как долго люди возвращались? Я хочу сказать, что тайские ребята, они хватили по полной. Все вышли защищать свой дом. — 7 октября 2023 года атака Хамаса затронула десятки точек на юге Израиля. Одной из них стала деревня Эйн-Абсор. В утренние часы группа террористов прорвалась в район поселения. Армия не смогла прибыть на место сразу. В первые часы жители оказались фактически без защиты. Оборону деревни взяли на себя местный отряд самообороны и сами жители. Действуя в условиях неопределенности, без полной картины происходящего, они координировались между собой и вступили в бой, чтобы не допустить проникновения террористов в дома. Благодаря этим действиям атаку удалось сдержать. Эйн-Абсор не стал еще одной точкой массовой трагедии. Этот фильм – документирование событий 7 октября в Эйн-Абсор. Меня зовут Биньямин Вайцман. Я из деревни Эйн-Абсор. Я живу здесь столько, сколько себя помню, с 1,5 лет. Я заместитель командира отряда самообороны, и 7 октября я тоже был на этой должности. В целом, женат, 2 детей, собака и кошка. Я фермер. 6 октября мы с женой поехали на фестиваль «Нова». Мы ехали просто отдохнуть. К сожалению, все получилось иначе. Билеты нам достал друг. Мы хотели поехать, потому что думали, что там будет побольше людей нашего возраста. На деле оказалось много совсем молодых ребят. Это немного испортило ощущение, но все равно было приятно. В 5 утра мы решили возвращаться домой. Нас ждал длинный день, и мы сказали, что не хотим встречать рассвет на фестивале. Поехали домой. Уже через 10 минут после возвращения мы были дома, приняли душ и легли спать. В 6:30 утра я услышал шум. Я поднялся на крышу. Мы живем в приграничной зоне, и обычно при Цева-Адом люди поднимаются посмотреть, что происходит, а не сразу заходят в защищенные комнаты. Я поднялся, посмотрел на небо и сразу понял — тут что-то другое. Я позвонил Шеферу, командиру отряда самообороны, и мы решили встретиться за пределами деревни. Пока я спускался вниз, я позвонил своим друзьям. Они тоже были на фестивале. Одной паре я сказал приезжать к нам домой, потому что путь как раз проходил в направлении стрельбы. Какая-то внутренняя интуиция подсказала мне это. И они действительно приехали к нам. Другая пара была по дороге в Петах-Тикву, и буквально через 5 минут после того, как эти 2 пары свернули к нам, почти все, кто попали на дорогу 232, были убиты. Мы с Шефером вышли на территорию. В это время в отряде самообороны Эйн-Абсор было 7 единиц оружия. 2 из них, к сожалению, находились не здесь. Ребята были за границей, оружие было сдано на хранение в бригаду. В итоге у нас было 5 длинноствольных стволов и остальное — пистолеты. Мы вышли в центр деревни, начали эвакуировать людей, которые находились снаружи, ребят, которые катались на велосипедах, женщину, которая пряталась в защитной будке. Мы начали организовывать оборону деревни. Кроме отряда самообороны в Эйн-Абсор есть еще одна группа, которую мы между собой назвали Ямар Эйн-Абсор. Это группа, занимающаяся в основном уголовными инцидентами. Кражи со стороны бедуинов, взломы домов, угоны пикапов. В то утро эта группа насчитывала 74 человека, которые обычно занимались защитой от сельскохозяйственной преступности, и она тоже активировалась из-за происходящего. Сначала мы подняли по тревоге отряд самообороны и встали у 2 ворот деревни.
с востока и с запада, чтобы одновременно и контролировать вход, и принимать мирных жителей. Мы думали, что это начало какого-то ограниченного инцидента с ракетами, поэтому ворота не закрывали. Позже активировалась и вторая группа – Ямар. На этом этапе мы уже понимали, что есть огненное столкновение. По связи мы слышали, что в других кибуцах появляются мотоциклы. Некоторые из нас участвовали в учениях ЦААЛЬ, где изображали противника. Мы играли террористов для армии, и поскольку все мы мотоциклисты, мы часто отрабатывали с ними атаки на мотоциклах, и мы всегда побеждали в этих сценариях. Поэтому, когда мы услышали про мотоциклы, мы поняли, что происходит что-то серьезное. Мы не понимали масштаб, не понимали, насколько это близко, не понимали ничего почти, но мы понимали, что это реальное событие. Мы вывели людей к ограждениям, сказали держаться вместе, быть защищенными, рассредоточиться вдоль всех заборов и следить, чтобы к нам не зашли с периметра, и постоянно все докладывать. С 7:10 до 7:54 вся деревня была фактически окружена людьми. С пистолетами, палками, мотыгами, молотками, топорами, с очень ограниченными средствами, но с огромным желанием защитить свой дом. Многие вышли наружу. И в 7:54 здесь начался бой. Они пришли. Мы видели их заранее, примерно за 20 минут до этого. Мы с Шефером заметили пикап в районе ближайшей заправки Yellow, когда еще не все были на своих позициях. Мы побежали туда, чтобы перехватить его, но он так и не появился. И мы не понимали, почему. Дим, 7 октября, утро. Как начинался твой день? Я собирался поехать. Мой день утром 7 октября начался вечером 5 октября, когда я порезал себе руку на работе, и поэтому я был в гипсе. И я должен был запланировано поехать в Зиким покататься на САПе. И я пытался с утра, проснувшись в 5 утра, замотать руку полиэтиленом в этот гипс, чтобы он не промок. У меня была идея, как бы я себе, значит, сейчас сочиню чего-нибудь такое. Пока я думал, как это сочинить, начался обстрел. ЦВА-дом, все дела. Это 7-го? Или да, 7-го? Утром 7-го. Угу. Где-то это было там в 6 с небольшим. И уже у меня там пробудилась семья, жена и сын. И мы убрались в такое пространство. У нас нет защищенной комнаты, нет никакого защищенного пространства дома. И мы спрятались, зашли в простенок между стенами, где нет окон, чтобы не побило стеклами. И стали ждать, пока отобьется тревога. Я соберу свой полиэтиленовый пакет и поеду в Зиким. Скажи, пожалуйста, вот это интересный момент. Ты живешь, сколько вот АТ-фаза вот на границе с Газой? 10 лет? 10 лет. В этом районе? Да. То есть ведь на протяжении 10 лет обстрелы, они, в принципе, привычная вещь, да, такая плохая привычка, то есть вы это слышали. Почему ты жил без убежища? Я противник этих убежищ. Почему? Я с первого дня был противником этих убежищ. Когда мне все читали эти первые, когда сюда приезжают новые репатрианты, им рассказывают, как себя вести, когда обстрел. Потому что убежище – это провокация, кстати, как и Кипат-Барзель, как и Железный купол, это провокация стрелять еще. А мы такие хорошие, нам все сабаба, нам все в порядке. По нам палят, а мы убрались, мы в домике. И пока эта вот политика была, что мы в домике, по нам стреляют, а мы ради успокоения избирателя бомбим дюну между Сдеротом и Хан-Юнисом, это все выращивало вот это все. Я как бы это сказать, я идейный сионист. Более того, я упоротый идейный сионист. Мне нравится идея, мне не просто нравится государство Израиль, мне нравится идея государства Израиль. И, как полагается сионисту, у меня есть какой-то свой вижен, да, этого государства. И я не политик, я не журналист, я не лидер мнений. Как я могу этот вижен воплощать в своей жизни? В моей жизни нет места убежищу. В моей жизни есть место жить нормально. Жить нормально и заставить прочих уважать мое право здесь жить. Вот как бы вот я за это голосую, и я это пытаюсь как бы Всевышнему, Вселенной, кому-то, соседям транслировать через свой образ жизни. Ну вот за 10 лет, живя здесь, на границе с Газой, вот так, как часто вообще обстрелы проходят?
Раз- Смотрите, трудно так вот Раз в месяц. вывести какую-то. Есть статистика, вы ее можете найти. Но, допустим так, Кисуфим и Нашлаша, да, кибуцы вот рядом с нами, еженедельно. Еженедельно. Еженедельно по несколько раз. Окей? По Сдероту полили раз в месяц, ну, может, чаще. Я говорю, сейчас это, знаете, такая ретроспекция, я не статистик. Эйн-Абсор, конкретно вот это место, в него стреляли только по большим обострениям. То есть, еще раз, Юсуфим, Энасваша, Нирецхак, может быть. Это близко, очень близко к забору, прямая видимость, и туда бах-бах-бах-бах, как есть настроение, туда стреляют. В Эйн-Абсор это ж надо ракету потратить. Это ж надо прицелиться, там, навестись, еще что как. И поэтому сюда, вот каждая большая ослома, каждое большое противостояние, сюда стреляли. То есть, что там до этого было? 23-й год весна, если я не вру. Это был Байт-Ваган, Маш-Казе. В общем, тогда много сильно стреляли, тогда в нас тоже стреляли, тогда вот как бы перекрывали 232-ю дорогу. И В общем, сам факт, что обстрелы постоянно. это шиграти, это рутина. Это жизнь рутина. такая. Сколько сейчас километров от газа мы находимся? Ворота Эйн-Абсора, если я тоже боюсь соврать, 7 с небольшим. Ну, вот мы здесь рядом. Кстати, по карте прямо напротив Хан-Юнус Да. у нас. Прямо вот здесь. Здесь напротив нас вот эта деревня, это Хуза. Меня очень раздражает, что мне некоторые аппликации в телефоне говорят, ты в Хузе. Я говорю, нет, ребята, я, простите, не в Хузе. Но Тогда мы решили поставить мою машину прямо у ворот, потому что ворота не закрывались, и мы не понимали, почему тот пикап не появляется. И только потом к нам подъехал велосипедист, который прятался в защитной будке у въезда в деревню, и рассказал, что видел, как они поехали на север. Позже выяснилось, что в какой-то момент тот пикап понял, что там есть заправка Yellow, и вернулся грабить ее. Это даже попало на видео. Видно, как они грабят Yellow, и видно, как затем направляются в сторону Эйн-Абсор. Поэтому они таким образом подарили нам еще примерно 10-15 минут, и за это время еще несколько человек успели выйти и занять свои позиции. К сожалению, когда они все-таки дошли до нас, мы с Юавом находились уже в другой части деревни. Мы пошли искать террористов, потому что они все не появлялись. И они все-таки пришли. Элиад, который находился у ворот, уже понимал, что террористы вот-вот будут. Он знал, что это именно они. Ворота удалось закрыть буквально за 2 минуты до их появления. Мы пытались закрыть их дистанционно по телефону, и действительно, за 2 минуты до этого ворота закрылись. То есть ворота закрыты, моя машина стоит перед ними, и Элиад знает, что если подъедет пикап или мотоциклы, он стреляет. И он так и сделал. Они подъезжают, рассредотачиваются, и он открывает по ним огонь. Он стреляет, и начинается бой, к которому мы тоже подъезжаем. Мы получаем огонь между Элиадом и Шефером. По нам тоже стреляют. Потом мы выскакиваем из машины и бежим, и идем в атаку. Весь наш бой с террористами происходит снаружи деревни, а мы находимся внутри. Элиад ведет с ними бой, отстреляв примерно 1,5 обоймы, пока не получает ранения. Мы тоже попадаем под огонь, съезжаем с дороги, бежим, атакуем. Ериф, который заместитель отряда самообороны, 2-й, как раз выходит на них в точке, где находилась их группа прорыва. Он тоже вступает в бой, обстреляв примерно 1,5 обоймы. И там происходит короткий, жесткий бой. Мы идем в атаку, Шефер стреляет еще немного, и кажется, что бой заканчивается. Вероятно, мы по ним попали. Они были в бронежилетах с полной защитой, в касках, полная экипировка. Шефер заканчивает стрельбу, и бой у ворот вроде бы заканчивается. Судя по всему, они ранены. В ответ они стреляют по нам из РПГ, причем очень высоко, и, к счастью, никто не пострадал. После этого стрельба смещается на север. Мы думаем, что они пытаются зайти к нам через забор. Я перепрыгиваю через ограждение с еще несколькими ребятами. И только когда мы доходим до конца забора и видим дорогу, становится ясно, что они стреляют по нам именно с дороги. Вероятно, мы задели кого-то, кто командовал этой группой, или что-то в этом роде. В какой-то момент они понимают, что перед ними плотный огонь. Они видят, что к месту боя подходит много людей. Они не понимают, что у нас в основном пистолеты и почти ничего больше. Но они видели все своими глазами. Они столкнулись с Элиадом, который стрелял по ним с ворот, с Еривом, который открыл огонь, потом подошли мы с Шефером, и за нами подтягивались еще ребята. И, видимо, в этот момент они поняли, что здесь есть сопротивление, и ушли.
А поскольку мы давно живем, и еще раз повторяю, обстрел рутина, а мы даже очень сильный обстрел, это все равно часть немножко похожа на рутину. То есть мы почувствовали, что что-то уже идет явно не по тем рельсам, но между почувствовали и сформулировали есть какой-то интервал. Значит, мы вышли на кухню, там что-то там приготовили себе такое, что можно съесть. И вот тут мне трудно сказать, по-моему, может быть, я покурить вышел на Мерпес, что-то такое. И вот мы услышали эти звуки стрельбы оружейной. Автоматы уже, да? Да. И сын говорит, что-то говорит, непонятный какой-то фейерверк. У меня поскольку там богатое прошлое какое-то есть, я говорю, нет, ребята, это не то, это оружейная стрельба, давайте-ка все в дом. Значит, мы зашли обратно в это же пространство. Но оно, понимаете, то есть оно не защищаемое, оно не обороняемое, оно не мамат. То есть тут только некоторое количество фатализма, и я человек не религиозный, значит фатализм. И очень неприятное чувство, кстати говоря, быть беспомощным, потому что если ты загипсованный человек с одной левой рукой, то ты чувствуешь себя, и у тебя твои там близкие, то ты чувствуешь себя погано. А вот как жители вот этой деревни, у вас у всех оружие было? Нет, конечно, нет. Нет. Значит, смотрите, мы вооружились в массе своей после войны, когда открылась эта бенгвировская лазейка, что нас приравняли к поселенцам. Личное оружие было, наверное, ну вот вам лучше это Беньямин, может, рассказал, наверное, человеку 70. Это именно вот оборона, кто... Смотрите, здесь была группа самообороны, то есть вот Кират Каненут, и была группа вооруженных жителей, которые для борьбы с кражами и прочими самоорганизовывались. Это подпольная история такая, она не очень как бы приветствуется. Полиция Израиля бы ее не одобрила. Да? Отряд самообороны тогда насчитывал, я боюсь соврать, ну, в общем, это считанные люди. Человек 70, да? Нет, человек 70 это были супротив краж. Человек 30 тогда идет. Я думаю, меньше. Я думаю, меньше, потому что. И вооруженных в Сах-Аколь людей, у которых что-то было дома, там, в сейфе, там, огнестрельное оружие, я так думаю, около полусотни на момент нападения в Машаве находилось. Но, как вам, может быть, рассказал Бенни, что когда вот он призвал там принять участие тех, кто не был в Искитат Канену, да, тут не было из отряда самообороны. Туда пошли люди с топором, с камнями, чем Бог послал. То, что у меня была хорошая большая отвертка, это не худший вариант. Правая рука здоровая, так я, может, и не жаловался. Позже было еще несколько эпизодов. У нас был ранен Эльад, и было его спасение, эвакуация. Шлома его вытаскивал тоже. Но с того момента, как этот бой закончилась и попытка проникновения в деревню. С этого момента мы удерживали деревню и ждали, что они могут прийти снова. Мы все время слышали стрельбу, и по рации слышали страшные вещи о том, что происходит в других кибуцах. Наш бой, по моим ощущениям, длился примерно 10 минут, от начала до конца, может, четверть часа. Они пытались снова и снова, но у них не получалось. Они получали ранения и уходили. У них не было сильной настойчивости. Если бы они надавили еще немного, все могло бы выглядеть совсем иначе. По нашей оценке, исходя из того, что мы видели, их было примерно 10-12 человек. Снайпер и еще кто-то с винтовкой находились у ворот, а группа прорыва шла в обход. Те, кто по ним стреляли, оценивали численность противника по-разному. 8, 10, 12, точно сказать невозможно. Мы видели попадания, но тел не нашли. Зато нашли следы крови. Позже нашли магазины, гранаты. Рядом с нашим раненым, который лежал на земле, была не разорвавшаяся граната. В тот день было много чудес. И, по сути, на этом все. У нас было 2 раненых. У них, вероятно, тоже были раненые или убитые, точно не знаю. Мы не видели тел, может, они их забрали. Они уносили и эвакуировали своих. С этого момента деревня начала функционировать как оперативный штаб. Люди находились в домах, бойцы были рассредоточены вокруг деревни, и мы обороняли ее. Был еще инцидент на соседней ферме. Туда зашли бойцы Голани. Пошли на штурм фермы. Мы их остановили, объяснили ситуацию, и они поехали дальше.
Мы понимали, что ребят с фермы тоже нужно защитить, и поэтому привели их к себе и завели внутрь деревни. Дополнительно у них были задержаны 3 террористов. Они были одеты как гражданские, без оружия, и их никто не убил. Позже был задержан еще один из водителей мотоцикла, который привез террористов. Он был тоже без оружия, недалеко от деревни. Его задержали и потом передали Шабаку. В 9:30 к нам приехал первый военный отряд, 2 автомобиля. Они спросили, есть ли солдаты, которых они могут забрать, а мы ответили «нет», но есть ли солдаты, которых вы можете оставить? Они сказали «нет». Мы едем воевать вместе со своими ребятами и уехали. Это был первый армейский отряд, который мы увидели. А вторыми были бойцы Голани, которые штурмовали ферму и наших соседей, мы их остановили. Третьими приехали ребята из другого подразделения, которые заехали, чтобы заправиться. Мы их заправили, потому что все заправки вокруг были сожжены и взорваны, заправили за свой счет. Позже я узнал, что они даже направили на меня оружие, подумав что-то не то. И тогда командир отряда быстро сопроводил их из деревни. Ночью сюда прибыло инженерное подразделение, чтобы помочь нам охранять территорию. Но, по сути, с самого начала и до конца деревня защищала себя сама, и мы держались своими силами. Вот, и, да, и вот какая-то вот эта вот перестрелка. Потом перестрелка стихла. Мы получили какие-то сообщения, там, типа, оставайтесь в доме, оставайтесь в защищенных пространствах от местной группы. Самообороны. Это не самооборона, это в Машаве есть машавная администрация, при ней есть группа реагирования, группа экстремальных ситуаций. Это такое информационное крыло самообороны. Вот от них мы получаем все эти WhatsApp-сообщения, что сидите дома, кто может как-то старайтесь заблокировать дверь мамадов, есть проникновение на территорию. Но тогда еще было вообще ведь непонятно, сколько непонятен проникло, масштаб, вообще понимаете, масштаба. когда говорят, что проникновение это тоже часть нашей рутины. То есть кто-то пролез с ножичком под забором, ты себе представляешь это. Ты не представляешь себе, что весь район наводнен каким-то террористами. Да, ребятами вот серьезными, уже гораздо более, не с ножичками. И то, что стрельба, это мы все еще воспринимали, ну окей, какой-то там фраер ушастый приперся с заточкой, его вальнули у забора. Дальше мы уже понимаем, что вся эта история не про это. Понимаем из сообщений, потому что начинается переписка в WhatsApp-группе. Там сына, он выпускной класс закончил в этом году, и что-то еще, какие-то... И мы получаем рассылку от группы райсовета нашего, вот, регионального совета, вспомнил по-русски. И все вот это как-то происходит вот в таком режиме, то есть мы не понимаем. На самом деле то, что что-то очень серьезное, к середине дня стало понятно. Когда я увидел вот этот столб дыма, сначала думал, что это заправка, потом я как-то триангуляцию такую, я понял, что это горит, скорее всего, Нерлат, скорее всего, фабрика по производству краски в Нерозе, потому что такое количество дыма в таком количестве времени, так долго, а где пожарные, да, там, где там все дела, а этих дел нет. И вот когда пришло понимание, что что-то тут совсем идет не по тем рельсам, это где-то в середине дня. Но по-настоящему масштаб 7 октября. Вот я и мои близкие, мы не осознавали, конечно. Ну, были вот ракеты, обстрелы, были взрывы. Были ракеты, были обстрелы, были взрывы. Но самое страшное во всей этой истории, понимаете, это не это, а это вот эти сообщения. У меня у друзей небольшая семейная драма. У них дочка в ее чате класса в WhatsApp, она получила сообщение от своих одноклассников из Бери о том, что их убивают. И она бросилась к родителям, там, папа, мама, пожалуйста, ехайте в Бери, вот там условно, Том Тхелет погибают, вот как. Они держат дверь в Мамаде, они не могут поехать в Бери. У них вот дочка, и сын, и еще, и собака, и все дела, да? И уж они точно понимают, что ни в коем случае нельзя сейчас выходить безоружному человеку, там куда-то ехать по 232 дороге. И они не спасли, да, ее одноклассников, и она потеряла веру во всемогущество родителей. То есть, и вот это вот происходило, в нашем случае, да, мы какие-то тоже вот, то, что у сына там погиб одноклассник, к вечеру, наверное, мы уже знали, наверное, к вечеру. Я боюсь соврать, потому что, на самом деле,
Для меня вот этот день и следующий, наверное, пара слились в какой-то единый такой Смешалось. отрезок времени, который очень трудно разделить. То есть я не могу вот сейчас мне восстановить по часам. часам я затруднюсь. В 9:30, уже после неудачной попытки эвакуации, к нам в деревню вернулся раненый. Мы вскрыли скорую помощь, которая находилась внутри деревни. Один из наших был ее водителем, но его не было на месте. И в итоге раненого эвакуировали другой машиной скорой помощи через Цейлим, а оттуда в Сороку, Бершеву. С этого момента несколько ребят из деревни собрались и сказали: «Начинаем работать как штаб». Так у нас фактически был создан импровизированный оперативный штаб, который, можно с уверенностью сказать, управлял всей зоной, по моим ощущениям, как минимум 2 недели, возможно и больше. В самом начале именно наша деревня была, по сути, единственными, кто здесь реально действовал, и с точки зрения присутствия на месте, и с точки зрения организации. После создания штаба первые 24 часа мы просто стабилизировали ситуацию и охраняли деревню. В субботу утром мы приняли решение эвакуировать всю деревню. Открыли коридор для выезда, обеспечили его безопасность и начали проводить эвакуацию партиями. Вывезли всех жителей, всех людей, всех детей, всех, кому не нужно было оставаться здесь. Позже мы поняли, что семьи и друзья из соседних деревень тоже все еще заблокированы в своих домах. И тогда начали эвакуировать и другие поселения. Партизанским способом, не всегда скоординированно. И мы сталкивались с армейскими подразделениями по дороге, спорили с ними. Мы из Эн-Апсор, мы приехали вытаскивать своих. Было много споров, напряжений, но в итоге нам удавалось преодолеть это и выводить людей. С этого момента штаб более-менее управлял всей ситуацией, а мы были его солдатами. Ездили по всему району, собирали людей, собирали собак, перекрывали разрывы водопроводов, обеспечивали передвижение сил по территории, будь то бригадами Корот, которые восстанавливали взорванные насосные станции, или сотрудники электрокомпаний. Ну, в общем, у нас такая была история. Бери же тут же совсем тоже рядом. Это не так рядом. То есть Подальше. кибуц Беери отсюда, чтобы не соврать, 25 километров по трассе 232 на север. Окей. По полет стрелы, да, недалеко. Ну, как недалеко? Понимаете, к нам ближе всего Нерос. Нерос – это 5 километров по прямой. Не рос, да, вот рядом. И то, что там что-то происходило, вот настолько такое, что там происходило, как мы сегодня знаем. Нет, это, конечно, у нас вообще в деревне, в нашем Машаве очень много людей, выходцев из Нероза. Очень много у кого родители там живут. Очень много у кого там живут братья и сестры. То есть, вот вернувшийся там заложник Гади Мозес, да, его сын Адет и внук Гая, они жители Эн-Апсор. Вернувшееся тело погибшего заложника там Адеда Лившица, его сын мой бывший босс, окей, он житель Эн-Апсора. То есть это все очень-очень близко, и многие из здесь живших людей, они, конечно, понимали лучше. Вот тут нас от получения избыточной информации и от серьезных проблем с головой спасло то, что мы на самом деле, хотя и живем здесь давно, но мы все равно посторонние. У нас нет этого переплетения родственных связей, когда ты получаешь сообщения из Нероза, из Беери, из Халита, из Нересхака, из Нахаль-Оза, от родственников, от родни. И они переписываются, они пишут, и знаете, когда будете на Нове, там опубликованы переписки людей, которые погибали на Нове с их родными. Родные вообще ничего не соображали. Они просто, у них не было инструментов для понимания происходящего. Они не могли вообще даже ни в какой форме вообразить происходящее, потому что Хосер Тагдим — это беспрецедентная история в истории Израиля, в истории последних лет. В моей личной, понимаете, у меня личная история, она короткая, но я человек склонный к рефлексиям и умею читать, поэтому есть та история, которую я притянул, ознакомился, сделал своей определенным образом. Нам повезло, правда повезло. То есть мы посторонние ребята,
нас вот на наших глазах наши близкие не погибали в прямом эфире. Самое трудное. Мы ведь здесь, в деревне, еще и фермеры. И сельское хозяйство полностью остановилось на 3 дня. То есть спустя 3 дня после 7 октября фермеры начали снова выходить в поля с оружием вместе со своими тайскими рабочими, охраняя их и одновременно продолжая работать. Но затем, примерно через 2 недели, король Таиланда выпустил письмо своим гражданам, и около 6 тысяч тайских рабочих уехали, в основном из районов вокруг Газы. Я думаю, что была попытка целенаправленно разрушить здесь сельское хозяйство, потому что фактически во время атак стреляли по водным станциям, взрывали инфраструктуру, связанную с аграрной сферой. Попытка нанести удар именно здесь была не случайной. Регион Эшколь – один из крупнейших зерновых и сельскохозяйственных районов Израиля. Огромная часть израильского сельского хозяйства сосредоточена именно здесь, и удар по нему был очень жестким и целенаправленным. Примерно через 2 недели после 7 октября я уже надеваю форму и говорю себе «я иду в армию». И именно в этот момент король Таиланда рассылает письмо моим рабочим, и я понимаю, что остаюсь практически один. У нас остается всего 2 тайца, и все остальные уезжают. И самым тяжелым было отказаться от того, что ты считаешь самым важным, потому что для меня в этот момент война была самым главным. И вдруг ты понимаешь, что война за дом и за хозяйство не менее важна. И если мы перестанем производить, мы фактически сдаемся. Самым тяжелым было именно не идти воевать так, как тебе кажется правильным, решить остаться дома. Взять оружие, сесть с ним на трактор, работать в поле и понимать, что это тоже форма войны. Это было самое сложное. А самые красивые вещи, я думаю, которые происходили здесь 7-8 октября, это то, что в нашей деревне случилось нечто по-настоящему особенное. Все вышли защищать свой дом. Было много людей, которые поняли, что происходит, и вышли действовать, даже не осознавая до конца масштаб событий. Они вышли защищать свои дома, и это что-то уникальное. Да, у нас было время, да, у нас было огромное везение, потому что, по правде говоря, если бы первый пикап прорвался к нам, за ним шли бы еще 6. Все могло закончиться так же, как в Беэре или в других кибуцах. К счастью, все закончилось так, как закончилось. Но помимо этого, сила этой деревни проявлялась и позже. Мы сделали очень многое для всего региона, для соседних общин. Мы использовали свою силу не только ради себя. Каждый делал то, что умел. Каждый человек, мужчина, женщина, включились и сделали то, что могли. Если кто-то разбирался в телевизорах, он шел устанавливать телевизор в оперативном штабе. Если кто-то понимал в собаках, здесь открыли временный приют. Мы собирали собак из соседних кибуц и деревень, привозили их сюда и находили владельцев. Каждый делал то, что умел, и каждый вставал и действовал. Это и есть то, что отличает народ Израиля. Мы умеем объединяться в моменты кризиса. К сожалению, не всегда надолго. Потому что уже через 2 месяца после событий мы снова начали ссориться между собой. Спорить о том, кому больше, кому меньше. Я очень надеюсь, что мы сумеем объединиться дальше. Потому что путь еще длинный. На мой взгляд, мы еще даже не на середине этого пути. После всей вот этой вот резни, перестрелки, обстрелов, из деревни люди стали уезжать? Да. Уехали? В массе, смотрите, вы не можете... Здесь это школьная, школа закрыта. Понимаете, да? Все. Значит, надо где-то учиться. Никакого образования здесь нет и не будет. Ну, на тот момент было понятно, что надолго. Сейчас уже есть, но прошло 2 года. Очень страшно. То есть друг моего сына, одноклассник, поехал с папой. Папа у него такой человек крутой закваски, водитель скорой помощи, ну, Намада, да, он и водитель, и парамедик. Сказал: Ияль, поехали со мной там куда-то по каким-то цыганским делам вечером 7-го на амбулансе. Ияль солдат Цинханим. При оружии. Оказался в Машаве на шаббат, да? Они садятся в машину, выезжают, возвращаются, и Ияль отправляется отдыхать по кабану, то есть по психологической травме, потому что они проехались по вот этому вот,
и вернулись обратно по вот этому вот. То есть выехать нельзя, медицинской помощи получить нельзя. За продуктами 55 километров Бершев, пожалуйста, или Афаким, может быть. В случае чего бежать, роняя тапки, если у тебя 4 колеса, и ты, как я, работал в полях, и ты знаешь здесь каждую вот эту вот пыльную дорогу, и знаешь, как по ней уезжать быстро, можно рискнуть. Если ты на городской машине, Все. есть о чем подумать. Вот, поэтому очень многие эвакуировались, то есть практически из там между 1000 и 1500, я не помню, 1200-1400 Сах-Аколь всего вместе жителей Машавы осталось, чтобы не соврать, то ли 170, то ли 200 что-то в первые дни. Кто эти люди? У кого здесь, допустим, сельское хозяйство, у кого-то остались тайцы. Я хочу сказать, что тайские ребята, они хватили по полной. По полной. То есть те, кто были там свидетелями резни на военной базе Амитай, их оттуда их консул с психологами вынимал, их трясло вот так. И как долго люди возвращались сюда? Долго. Долго. То есть, еще раз, смотрите, когда... это же не вопрос не только безопасности. То есть в 9-10 числа октября месяца вот Эн-Абсор превратился в самое безопасное место в Израиле. Понимаете? Если здесь в Машаве рост солдат, если тут танковый батальон, там самоходчики, там что-то, там что-то, там что-то. И мои односельчане, которые доказали, что они ребята, как говорится, которые в состоянии самоорганизоваться тоже, это было самое спокойное место в Израиле. Но при этом люди уехали. Уехали, потому что, я сейчас вам повторюсь, это же я отщепенец, у меня один ребенок, да, школьного возраста, а нормальные люди, у них много детей школьного возраста, им надо детей учить. Потом, и как вы отправите в школу первоклассника, второклассника, а где Йоси? А где Аелет? А где Нога? Как ты ему расскажешь, что этих детей убили или захватили? А где моя учительница? Как ты расскажешь, что ее сожгли? Это же... Знаете, вот вы сейчас едете, там висит фотография, портрет Тамар Симонтов. Она была кандидатом на выборах в главу райсовета. Они должны были пройти в октябре, 10 или 16, что не помню. Ее сожгли вместе с семьей, вместе с ее мужем и детьми в доме в Нерозе. Ее предвыборный плакат висели на... Потому что выборы должны были быть натурально через неделю. Ее предвыборные плакаты висели на каждом перекрестке, а мы уже знали, что их заживо сожгли. И как собраться? Понимаете, разрушилась же не материальная часть жизни. Хотя в кибуцах и материальная тоже, там просто дома разнеслось. А здесь развалилась ткань общинная. Мы не замкнуты в своем поселке, у нас общие школы, мы вообще-то живем как бы общинная жизнь. Вот здесь, в Отофе, это жизнь Отофа, это не жизнь поселения Эн-Абсор. И вот это очень сильно нарушено. Речь идет обо всем состоянии мира. И я надеюсь, что весь мир наконец проснется, потому что эта война не только война государства Израиль. Это война между светом и тьмой, война с фундаменталистским исламом, который поднимает голову по всему миру. И давайте покажем миру не только то, как мы сгораем в этой войне, а то, как мы в ней боремся и как мы умеем побеждать. Потому что это не война евреев и арабов, это война всего мира с фундаментализмом. Тот, кто этого не понимает, должен начать просыпаться и осознавать реальность, потому что будущее будет непростым. Невозможно объединяться вокруг идеи, которая говорит «давайте убьем всех, кто думает иначе». И ненормально, что мир позволяет этому происходить. Это не только наша война. Но если у нас не останется выбора, мы будем сражаться. И я очень надеюсь, что мы сможем делать это более объединенными, чем сейчас. Удачи нам всем! Я сейчас, ребята, расскажу одну историю, которая, мне кажется, очень важной. Она не про начало, она про сегодня. Неделю назад я был на Нове. Чуть больше недели назад, неважно. Зачем я там был? Я с начала войны не мог туда поехать. Я много чего в своей жизни видел, и у меня довольно поганая биография, но я не мог физически себя заставить туда поехать. То есть это первый раз? Первый раз. Я приезжал до Сдерота, до Ашкелона, я вижу все эти вот... Понимаете,
я когда катаюсь, я же на велосипеде катаюсь, я не мог заставить себя выехать за ту сторону дороги с полгода, наверное. Осенью 24-го я поехал в первый раз. Уже, ну там еще военная, еще закрытая армейская зона, но это меня как бы... И я еду, и вот этот вот петля Кисуфим, на Кисуфим и обратно к Цомет-Гамма, там на деревьях висят портреты людей, которых убили под этими деревьями. А на машине это не так. В машине ты про... А тут ты успеваешь сфокусироваться и их увидеть. И вот этот тихий ужас, literally, звуков нет, а ужас есть. И поехать в Нову, это требовалось определенные усилия. В общем, я это усилие совершил, и стал я свидетелем вот такой истории. Там играет музыка Трансит, которая играла во время вечеринки. И центральная сцена, она заставлена портретами убитых людей. Это очень страшно. И человек 5, 4, 5, наверное, молодых людей, обдолбанных в ноль до потери сознания. И они там пляшут. И это макабр, это пляска смерти, это жуть какая-то, на это смотреть страшно, как они пляшут. И вот к ним подходит там охранник и несколько солдат в неудобниках и начинают с ними разговаривать. Я не слышу разговора, но я понимаю, что они им выговаривают, что типа, ребят, не место вы тут нашли. Те им что-то отвечают. Через несколько минут они, охранники и солдаты, начинают плакать и их обнимать. И я понимаю, что, ну, судя по всему, это вот спасшийся, выживший. Сегодня ты никому ничего не можешь сказать. Я очень стараюсь быть аккуратен с высказыванием каких-то своих мнений, каких-то своих суждений, кто виноват, кто не виноват, кто что делал хорошо. Я не знаю, кто передо мной. Я не знаю, что с этим человеком произошло. Я не знаю, что произошло с его близким. Я не знаю, где у него и как. Понимаете? То есть ужас этой войны – это не только там погибшие заложники, это не только погибшие, захваченные, погибшие люди, не потери, не международная репутация, не вот это все, а то, что вся страна получила травму, которая, это даже не посттравма, она длящаяся травма, она эти травмирующее состояние, оно продолжается. И совершенно я очень боюсь обидеть человека, который и так ему, мягко говоря, не очень. И на вопрос Манишма первые дни войны, да, спрашивают, как дела? А я не знаю, что ответить. То есть я вот подходит Арнольд Лившиц, я не знаю, как ему сказать Бокер Тов, у него мама и папа в заложниках. Я не знаю, как ему сказать Бокер Тов. Потому что Бокер Летов. И он имеет нормальный зеленый цвет, да? Или там Пабло Ройтман, тоже вот мой односельчанин. И я знаю, что у него отец там, я списки-то читаю. Я не знаю, как мне обращаться к людям. Я не знаю, как сказать здрасте. И они не знают.